Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня интересная идея для ужина. Приготовим суши-торт или суши-пирог. В общем, неважно, как это даже называется. Главное, чтобы это было вкусно. Приступаем. Если суши, то, конечно, рис. Я уже подготовила заранее рис. Отварила его. В сухом виде у меня было 500 грамм риса. И уже в готовый отваренный рис я добавила 4 столовые ложки рисового уксуса. Теперь берем листья нори, по одному буду брать, и начинаем вот так вот крошить в рис. И таким образом мне надо раскрошить еще 2 листа нори. И перемешиваем все. Перемешала рис и нори. И теперь берем форму, в которой вы будете формировать ваш торт. Можно взять, кстати, разъемную форму. И выкладываем слой риса. Разравнивать удобнее руками, смоченными водой. То есть так же, как при приготовлении суши, работаем лучше. На первый слой риса выкладываем крем-чиз. У меня пачка 200-граммовая, и нам надо треть на первый слой выложить этого сыра. Дальше на сыр выкладываю тунец. У меня тунец в масле, но масло я подслила. Распределила тунца, у меня ушла ровно 1 баночка на 185 грамм. На тунца посыпем зеленый лук. Предварительно его, конечно, нарежем. И посыпаем яйцо. Сверху кладем слой риса. Так, слой риса готов. И выкладываем еще треть крем-чиза. Сыр разровняли. Теперь на сыр мы будем выкладывать крабовые палочки. Просто вот так вот разрежем. Прямо руками вот так вот раскрошим. Слой палочек готов. Тоже примнем. Берем авокадо. У меня 3 авокадо. 2 авокадо мы нарежем кубиком, а 1 оставим на потом. И выкладываем авокадо на крабовые палочки. Распределяем равномерно. И у нас остался финальный слой риса. И опять разравниваем. Теперь берем оставшийся крем-чиз, перекладываем его в миску. Сюда же добавляем наш оставшийся авокадо. И все разминаем вилочкой. И наносим получившийся соус поверх риса. Ну и завершающий этап. Украсим, так сказать, чем Бог послал. У меня остались крабовые палочки. Я их погружаю в миксер, блендер. И буду измельчать.
Отлично. Так и надо. И буду наносить поверх нашего тортика. Сочетание розового и фисташкового цветов очень, я считаю, хорошо. Ну что, друзья, вот такая красота у нас с вами получилась за считанные минуты. Вы посмотрите, какая прелесть. Теперь нам надо этот торт накрыть пленкой и убрать в холодильник, ну, хотя бы на час, после чего будет наслаждаться. Готовьте, пробуйте, все элементарно, все очень просто и очень вкусно. Всем добра, здоровья, счастья, до новых встреч, до новых вкусных рецептов. Пока-пока!